По подсчетам медицинских специалистов, около 7 лет жизни каждой женщины составляют критические дни. И многие не понаслышке знакомы с довольно неприятными ощущениями, именуемыми менструальными болями. Считается, что это своеобразная тренировка матки, чтобы женщина была морально готова к родовым схваткам. Так ли это на самом деле и как облегчить неприятную симптоматику? Тема сегодняшнего выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Менструальные боли или дисменорея обычно возникают через пару лет после начала менструации и свидетельствуют о появлении овуляторных циклов. Сама боль – это сигнал, который подает организм, сообщая о возможных нарушениях в своей работе. Для того, чтобы понять, почему возникают болезненные ощущения во время месячных, давайте коротко освежим в памяти физиологию данного процесса. Матка целиком состоит из мышц, за исключением внутренней оболочки эндометрия. С каждым менструальным циклом слизистая оболочка матки готовится к имплантации эмбриона путем выращивания слоя ткани, богатой кровеносными сосудами и питательными веществами. При отсутствии беременности происходит гормональный сдвиг, который запускает наступление менструального периода и высвобождение химических веществ, которые заставляют мышцы матки сокращаться, чтобы выталкивать отслоившийся эндометрий. Чем выше уровень гормонов и гормоноподобных веществ, тем сильнее сокращаются мышцы и тем сильнее болевые ощущения. Таким образом, менструальный спазм – это физиологическое ощущение, которое получает женщина, когда мышцы матки сокращаются, чтобы изгнать неиспользованные ткани. В зависимости от причин, которыми вызвана дисменорея, ее принято разделять на два типа – первичную и вторичную. Причины первичной дисменореи были установлены лишь во второй половине XX века. Ранее придерживались версии, высказанной еще Гиппократом. Он считал, что данные боли вызваны патологическим сужением цервикального канала, из-за чего нарушается отток менструальной крови. Однако в XX веке было доказано, что хирургическое расширение цервикального канала не влияет ни на наличие, ни на интенсивность болезненных ощущений. Тогда появилась теория, что дисменорея возникает на фоне психосоматических нарушений. И лишь в 50-е годы прошлого века было установлено, что развитие менструальных болей связано с процессом отторжения эндометрия, внутренней слизистой оболочки матки, во время менструации. Нестабильность уровня половых гормонов и гормоноподобных веществ усиливает сократительную активность мышечного слоя матки, что приводит к кислородному голоданию клеток и повышенной чувствительности нервных окончаний. Как результат – возникновение болевых ощущений. Было установлено, что у женщин с дисменореей частота сокращений мышечного слоя матки и внутриматочное давление как минимум в 2 раза выше, чем у женщин, не испытывающих менструальных болей. Первичная дисменорея чаще всего наблюдается у молодых девушек, у которых только начал устанавливаться менструальный цикл. Существует группа риска, в которую входят женщины с повышенной вероятностью развития первичной дисменореи. Это профессиональные спортсменки, представительницы профессий, связанных с тяжелым физическим трудом, девушки с генетической предрасположенностью. В случае, если мама или бабушка страдают менструальными болями, то риск возникновения дисменореи повышается до 30%. Не рожавшие и имеющие проблемы с лишним весом. Также развитие первичной дисменореи могут спровоцировать инфекционные заболевания, переохлаждение или перегрев организма, стрессы, эмоциональные и умственные перегрузки. Вторичная дисменорея возникает из-за какого-либо заболевания, чаще гинекологического. Это воспаление, вызванное фибромиомой, эндометриозом, травмой, гинекологической операцией, внематочная беременность, аборт, застой крови в органах малого таза и так далее. И не гинекологическими заболеваниями, такими как нарушение работы желудочно-кишечного тракта, чаще всего синдром раздраженного кишечника, или воспалительным процессом в органах мочевыделительной системы. Болевые ощущения в данном случае возникают за 2-3 дня до начала месячных и прекращаются через 2-3 дня после их старта.
Поскольку основная причина болей с окончанием месячных не исчезает, они периодически повторяются в течение всего цикла. От вторичной дисменореи чаще всего страдают женщины старше 30 лет. Из сказанного выше можно сделать вывод, что небольшие боли внизу живота во время менструации бывают у всех женщин. Они не считаются отклонением от нормы. Но если боли невыносимые, сопровождаются обильными выделениями со сгустками, резким ухудшением самочувствия, следует срочно обратиться к гинекологу. В противном случае, в дополнение к неприятным ощущениям и последствиям возможного гинекологического заболевания, можно получить снижение полового влечения и даже бесплодие. Большинство женщин с болезненными менструациями не обращаются за медицинской помощью, вероятно, не считая подобные боли признаком заболевания. Матери, страдавшие дисменореей в юности, смело переносят свой опыт на дочерей. Пройдет, когда ребеночка родишь. При умеренно выраженных симптомах наши женщины предпочитают что-нибудь выпить или полежать. К сожалению, этим что-нибудь чаще всего является ношпа. Ношпу действительно принимает огромное количество женщин. Кому-то посоветовала мама, кому-то подружка, кому-то гинеколог. Помогает она плохо. Собственно, имеет право вообще не помогать, потому что менструальные боли почти не связаны со спазмом. Хотя при тяжелой дисменорее в составе комбинированной терапии ношпа может быть рекомендована и уместна. Существует несколько способов облегчения боли и спазмов при менструациях. Нестероидные противовоспалительные препараты. Чаще всего для облегчения дисменореи гинекологами назначаются ибупрофен, нурофен, ибуклин и напроксен. Кроме обезболивающего действия, эти препараты снижают температуру тела, которая с приходом месячных может подниматься до 37,5 градусов. Если женщина начинает принимать нестероидные противовоспалительные средства за 1-2 дня до наступления менструации, они работают еще лучше. Но эта группа лекарственных средств может усилить некоторые симптомы дисменореи, тошноту и диспепсические расстройства. Также обезболивающие не рекомендуются женщинам с язвенной болезнью желудка. Перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с гинекологом. Гормональная контрацепция. Правильно подобранные противозачаточные таблетки уменьшают менструальную боль и спазмы в 90% случаев. Гормональные препараты препятствуют высвобождению собственных половых гормонов и поддерживают их устойчивое равновесие. Овуляции не происходит, организму не нужно готовиться к беременности, поэтому эндометрий матки разрастается меньше. Мышцы матки меньше сокращаются, снижается выработка гормона подобных веществ. Все это приводит к уменьшению болезненных менструальных спазмов. Аналогичным образом работают не только противозачаточные таблетки, но и все гормональные методы контрацепции. Диета. Рекомендуется пища с включением продуктов с содержанием кальция, калия для минимизации болевых ощущений при месячных. В критические дни желательно избегать приема алкоголя, крепкого чая, жирной и мучной еды, которые лишь усилят болезненность менструации. Массаж и физические упражнения. Доказано, что массаж нижней части спины и аэробные физические упражнения уменьшают судороги и боль, связанные с менструальным периодом. Женщина может применять легкий самомассаж живота, что расслабит мышцы и уменьшит менструальные спазмы. Во время месячных активные физические нагрузки противопоказаны, но сделать несколько асан-йоги не повредит. Инструкторы утверждают, что есть специальные позы, которые помогают сделать месячные не такими болезненными, особенно если выполнять упражнения регулярно. Ароматерапия. Самое главное в этом случае – снять стресс и расслабиться. Подложите под голову подушечку из ароматных трав или зажгите аромалампу. К ваннам в этот период следует относиться с осторожностью. Чаще всего гинекологи рекомендуют заменить их душем. Расслабление. Постарайтесь скорректировать свой рабочий график так, чтобы выходные попадали на первые дни цикла. Пейте успокоительные чаи и сборы на основе мяты, мелисы. Можно использовать аптечные настойки пустырник, валерьяну, пион. Больше дышите свежим воздухом, по возможности исключите стрессы, избегайте вредных привычек, алкоголь, табакокурение, которые так или иначе способны создать предпосылки для сбоя функций половых органов. Регулярно ведите половую жизнь.
При отсутствии постоянного партнера и интимной близости стоит рассмотреть альтернативные способы профилактики застойных явлений в органах малого таза: самоудовлетворение, массаж матки и придатков. Важно понимать, что нормальны лишь умеренные болезненные ощущения с началом месячных. Если же наблюдаются иные неприятные признаки в совокупности повышения температуры тела, зуд и жжение во влагалище, отхождение кровеносных выделений с неприятным или необычным запахом, цветом, то это указывает на вероятное заболевание, и пойти на прием к доктору нужно в незамедлительном порядке. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!